Как же нам бороться с этими вредителями, которые появились на наших орхидеях? Конечно, я испробовала весь арсенал, который был и раньше, и сейчас, и появляется что-то новое для борьбы с клещами. И сделала для себя вывод, что покупать японские препараты втридорога я больше никогда не буду. Добрый день, друзья! Сегодня поговорим об аптечке для наших орхидей. Это будет первая часть. Сначала поговорим о препаратах для борьбы с вредителями. Потому что в последнее время очень много задается вопросов. У кого-то появились трипсы, у кого-то щитовки. Вот сейчас нет мучнистых червецов почти ни у кого. Но клещи периодически бывают. В нашем регионе, вот для меня, самое актуальное – это борьба с клещом, потому что летом очень жарко, окна открыты, влететь может все что угодно. Ну, как и трипс, собственно говоря. Да мы не только можем получить это извне, но можем и сами принести вредителей домой. Например, с букетом цветов. Чаще всего приносится трипс, когда дарят вам на какие-то праздники, на дни рождения, букеты цветов. У меня, например, табу, мне цветы не дарят, потому что цветы обычно откуда-нибудь не из нашего региона, да даже если из нашего региона. Вы же прекрасно понимаете, что в саду могут быть разнообразные вредители, и у кого есть сад или какой-то палисадник, прекрасно знают, что всегда нужно опрыскивать и розы от вредителей, и любые другие цветы. А еще, конечно, мы можем принести с новой орхидеи любого вредителя, ну, за которым не уследил садовник. Или бывают какие-то вообще невероятные истории, когда приносишь укроп с рынка или с базара, как мы его называем в нашем регионе, и тоже там есть вредители. Поэтому обязательно мойте зелень после покупки. Не просто мойте под струей воды. Я, например, всегда укроп, петрушку и любую зелень всегда замачиваю на полчаса в воде. Для того, чтобы и убрать всякую грязь, все-таки она в земле растет, и обезопасить себя от вредителей, а потом под струей воды, конечно, промыть. Как же нам бороться с этими вредителями, которые появились на наших орхидеях? Конечно, я испробовала весь арсенал, наверное, который был и раньше, и сейчас, и появляется что-то новое для борьбы с клещами. И сделала для себя вывод, что покупать японские препараты втридорога я больше никогда не буду. Потому что есть наш российский препарат Сера, который прекрасно борется с клещом. Я поняла, что для меня самый лучший препарат – это препарат с серой. Ну, или такой, или циавит G. Он тоже с серой. Потому что раньше у меня было амайтов, карамайтов, биокилов. Японских препаратов было море. Но всегда пишут японцы, что есть привыкание к этим препаратам, то есть вырабатывается у клеща резистентность. А клещ – это не просто какой-то вредитель, это паукообразное, у него есть зачатки легких. Это даже не насекомое. Если есть зачатки легких, это почти животное, но какой-то переходный период. Но, в общем, это очень сложное насекомое. И вот эти все японские препараты могут быть контактные или немного, совсем чуть-чуть проникающие в листья. И когда клещ кусает, он, естественно, получает дозу этой отравы. Но чаще всего к ним вырабатывается у клеща привыкание, вырабатывается вот эта резистентность. И когда вы 2-3 раза обработали тем или иным препаратом, все, он на него не действует. Но к препаратам серы у клеща не вырабатывается резистентность или в очень малой степени, а клещ размножается каждую неделю новый выводок. И как же в этом случае бороться? Вот
прекрасный препарат, еще раз вам его советую. Но это в моем регионе. Клещ самый страшный враг. Но есть же и другие вредители. И вот когда мне говорят, что я от клеща обработала Актарой, и вы знаете, не помогло. Да потому что это не тот препарат, которым нужно бороться с клещом. Актарой, к сожалению, у меня нет наличия, сейчас появится картинка Актары. И именно картинка той Актары, которая работает. Бывает Актара в жидких капсулах. Она не работает, вообще не работает. Актара должна быть сухим порошком. Причем тут Актара и клещ – это совершенно разные вредители. Если вот эти препараты – это клещ, это паукообразные, то мучнистые червецы, щитовки, трипс – это все относится к другим вредителям. И нужно бороться другими препаратами. То есть для меня это всегда Актара. Вот она ни разу меня в жизни не подвела. Причем Актара – препарат системный. Ей даже можно не опрыскивать. Но я делаю и полив. Обязательно нужно напоить корни, потому что системный препарат, он проходит по всем клеточкам растения. И делаю одно опрыскивание. Но бороться нужно не один раз, не один полив. Если вы увидели на своей орхидее трипса, щитовку или мучнистого червеца, то нужно делать несколько обработок. Ну, 2-3. Вот тогда вы точно избавитесь и от взрослых особей, и особенно от маленьких особей, которые вы не увидите, вот простым глазом их не видно, ну, впрочем, клеща тоже не видно, только последствия. Но несколькими обработками мы избавляемся не только от взрослых особей, но и от малышей. У каждого вредителя есть несколько стадий развития. Ну, например, у клещей есть стадия яйца, и чаще всего на яйца ничего не действует. А вот когда вредитель переходит в стадию личинки, ну, у них разные стадии, не буду говорить каждую стадию всех, вот личинка начинает питаться. И когда она прокусывает листик, тогда она и получает какую-то часть отравы, и тогда погибает. А пока яйцо, там может быть 2-3 дня в зависимости от температуры воздуха в вашем помещении, потому что может быть развитие за неделю, а если в помещении, например, 15 градусов, то может этот процесс значительно удлиниться. И может быть через 20 дней это что-то произойдет. То есть от стадии яйца до взрослой особи может пройти и 20 дней. Но это при низкой температуре. Но мы же не живем при 15 градусах, поэтому развитие идет очень быстро. Нужно каждые 7-10 дней делать обработку. Я, например, делаю, если вдруг трипс, вот последний раз у меня был трипс года 2 назад, делала обработку раз в 7 дней, потому что у нас в комнате очень тепло, 22-23 градуса. Все. Никакого трипса нет. 3 обработки Актарой, не батрайдером, потому что батрайдером нужно опрыскивать. А я люблю просто полить растения, и чтобы этот был системный препарат. И как раз системный препарат – это Актара. Всегда наблюдайте за орхидеями, появились вредители или нет, и выбирайте правильный препарат для борьбы с вредителями. А после того, как вы избавитесь от этих ненужных для орхидей насекомых, нужно лечить орхидеи. Но об этом в следующий раз. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. А сегодня нам помогали или не мешали? Не мешали. Не мешали. Вот эти студенты. Річі, який ангел.